Привет, с вами Алла. Сегодня посмотрим общий расклад, как меняются ее чувства к вам на сегодняшний момент. Вот что она испытывала и что происходит сейчас в ее чувствах, мыслях по отношению к вам. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что это общий расклад и воспринимайте его как подсказки от Вселенной. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Так, поехали. Смотрим, что на сейчас. Ребят, расклад подойдет тем, у кого женщина либо закрылась от вас, либо врет. Причем у всех тут будет разное, потому что расклад общий, поэтому у кого-то она будет врать, что она вас не любит. У кого-то она будет врать, что у нее появился другой мужчина. Именно врать. Это не совсем может быть правда. Значит, так как расклад общий, я буду рассказывать все интерпретации, которые показывает расклад. Ну, а вы уже будете искать свой вариант, который вам подходит, или будете понимать, что этот вариант не ваш. Значит, первый вариант интерпретации. Женщина в любом случае здесь бежит от чувств. Женщина здесь бежит и от отношений, и от чувств. А называть это она может по-разному. У кого-то здесь будет, что я тебя разлюбила. У кого-то здесь будет, типа, я там нашла другого. У кого-то здесь будет просто молчание, вообще игнор. Это про то, что вы, например, можете признаваться в любви, вы можете тянуть ее на какой-то серьезный разговор. Она может вам просто не отвечать. Вот как бы человек выпал, исчез. Здесь определенно какая-то мистическая история. Сейчас мы раскроем эту историю. Так, в чем тут мистика? Так, слушайте, ребят, ну тут очень тяжелая женщина. Очень проблемная. Знаете, вот есть люди, которые вбили в себе в голову в силу разных причин она здесь, будучи ребенком, могла себе вбить в голову, что она типа как обречена на одиночество. Здесь были какие-то основания для этого. Может быть, не было родителей. Может быть, ее не любили родители. Тут же у каждого своя будет какая-то судьба, своя ситуация. Здесь у каждого будет своя какая-то история, почему-то так. Но эта женщина в детстве, она сама себя как убедила в том, что она будет одинокой. Это именно с детства идет. И дальше все последующие ее отношения, они как бы подтверждали уже ее вот эту установку психологическую. То есть здесь речь о том, что она избегает отношений. Здесь женщина сама себе когда-то вбила в голову, что у нее не будет семьи,
что она вот обречена на одиночество, обречена на страдания. Вот что-то вот тут такое, мрачное какое-то такое, знаете, вот сложное. Здесь очень много каких-то обреченностей вот у нее в голове было. А что с вами? А с вами, получается, она поняла, что появились чувства, и включилась программа отшельника. Смотрите, Верховная Жрица включилась. Ребят, вы знаете, здесь очень много программ фатализма у нее в голове и очень много программ одиночества. И здесь получается, что изначально она, в принципе, от вас бежала. То есть на момент вашего знакомства здесь женщина сразу могла понять, что она в вас влюбилась. Но она, знаете, как вот сама себе, видимо, может быть, когда-то какую-то клятву дала, что вот у нее никогда не будет никакой семьи, например, как вариант. Или что она там вот обречена на страдания и никогда не сможет полюбить, или там ее никто не сможет полюбить. Вот так вот здесь еще может быть. И здесь человек очень долго боролся с вами через игнор. Знаете, такое ощущение, вот как будто она специально вас отталкивала, чтобы вы ее то ли бросили, то ли разочаровались и ушли. Вот здесь человек прям вот как специально делал все возможное для того, чтобы вы исчезли из ее жизни. Она здесь могла хамить, она могла быть резкой, жесткой, грубой, невозможной. Знаете, ребят, я вам так скажу, что иногда очень тонкая грань между тем, где нарцисс, и между тем, где человек, у которого психологическая травма. И тут еще попробуй разберись. Потому что в данном раскладе здесь не про нарцисса. Здесь не про женщину, которая хочет там специально вами управлять, или там специально хочет вам делать больно. Нет. Здесь про женщину, которая не имеет навыка быть любимой и не умеет навыка любить. Здесь про женщину, которая не умеет навыка быть просто счастливой. Вот она не знает, как это. Знаете, это как вот если ты не знаешь китайского языка, то ты не сможешь говорить на китайском языке. Вот здесь точно так же. Но вот не умеет она быть счастливой. Она не знает, как это. И здесь вы могли, ну вот если этот расклад с вами резонирует, вы могли не заботиться, вы могли говорить слова любви, вы могли вести себя тут очень как бы трепетно. Человек здесь реально бежит от любви, потому что здесь очень мощная вот эта мрачная программа бессознательная. Что на сейчас у тебя?
Знаете, очень большой разброс в эмоциях на сейчас. С одной стороны, здесь настолько сильное притяжение, вот прям очень сильное, что иногда здесь, кстати, женщина может либо пить, либо принимать антидепрессанты, либо вот пытаться как-то заглушить какими-то внешними успокоительными, чтобы так не было больно. Здесь прям очень жесткий раздрай эмоциональный. Здесь человек эмоционально кроет. Это когда, ну, знаете, так как расклад для мужчин, я приведу вам такой пример. Ну, вот, например, вы хотите, не знаю, там, зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, а зарабатываете $1000. И, конечно, вы можете говорить о том, что да, я там могу, и это нормально, и там вообще естественно, но, понимаете, говорить это одно, а быть готовым к этому морально – это совсем другое. Быть готовым – это принять, быть готовым этим распоряжаться, не испортиться как человек. Когда, знаете как, есть такое понятие, как уровень вмещаемости. Это когда ты можешь вместить эмоционально и энергетически вот то, чего ты хочешь в себя. Это как выиграть $1 000 000, потому что все вроде бы как хотят его выиграть, но на самом деле не каждый человек внутренне готов его принять. Потому что этот $1 000 000 может разрушить жизнь человеку, если ты не готов принять вот эту массу энергии. Так вот, понимаете, и деньги, и любовь, и отношения, и все, что есть в нашем материальном мире, это прежде всего энергия. Каждый человек – это некий объем энергии. И как бы там ни хотело ваше эго, ваш мозг что-то получить, если ваша вмещаемость это не позволяет, вот вы как будто ваза, да, и то, что вы хотите залить в эту вазу, оно может просто не поместиться, потому что ваза слишком узкая или слишком маленькая. Может быть, я загнула, конечно, но я думаю, вы меня понимаете, о чем идет речь. Так вот, женщина, ей очень хочется с вами отношений, но она не вмещает в себя психически, энергетически, ментально, эмоционально вот все то, что вы пытаетесь ей дать. Вдумайтесь в это. Человек не вмещает в себя вот тот объем энергии, любви, заботы, внимания, которое вы пытаетесь ей дать. Ну, если пытаетесь, конечно. Напоминаю, что расклад общий, это не личное гадание. Поэтому расклад не будет резонировать на все 100%. Если он срезонирует с вами хотя бы 50%, это уже отлично для общего расклада. Поэтому, если у вас резонирует то, что вы этой женщине много чего отдаете, вы чувствуете от нее отклик, но при этом она от вас дистанцируется и прячется, это как раз и говорит о том, что она не может при всем своем желании принять вот тот объем энергии, который вы ей пытаетесь дать. Что с этим делать? Ребят, ну это общий расклад, поэтому я тут не могу всем давать совет. Из общих рекомендаций здесь может помочь время, пока человек хоть как-то адаптируется к вашему количеству и качеству энергии, любви, заботы и внимания. Личные разговоры на глубокие темы,
Но опять же, знаете, не резко так вот с места в карьер, а потихонечку подводить женщину к этому. Ну и третье, ребят, это духовные практики. Потому что в мире энергий можно на самом деле ускорять процессы. А ускорять процессы можно через работу с энергиями. Это когда вы работаете с фантомом женщины и работаете с собой, со своей аурой. Потому что мы можем перепрограммировать себя через визуализацию и через медитацию. Мы можем ускорять какие-то процессы с другим человеком, если этот человек, конечно же, нам по судьбе и он нас любит. И вот через медитации определенные, через дыхательные практики можно ускорять процесс осознания у своего партнера. Для того, чтобы этот человек быстрее что-то осознал и быстрее ему что-то дошло. Поэтому те из вас, кому необходима помощь, встряска, пендель, объяснение, рекомендации, или вам нужно ускорить ваш процесс трансформации вашей женщины, обращайтесь ко мне за личными консультациями. Я не только таролог, я еще биоэнергетик. Список моих услуг находится в описании к этому видео, поэтому зайдите, посмотрите. Я оказываю много направлений услуг. Это и астрология, это таро, и это биоэнергетика. Поэтому, если вам нужна помощь, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram, и я уже вам в личной переписке расскажу, как проходит личная консультация, личное гадание и что для этого необходимо. На этом все. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем пока!